Многие уверены, что единственным способом заработать на бирже являются спекулятивные сделки. Но они ошибаются, ведь вариантов для получения дохода гораздо больше. Хочешь узнать, как заработать и какие способы заработка на бирже существуют? Тогда досмотри это видео до конца. Итак, какие способы заработка на бирже существуют? Первый – самостоятельный трейдинг. Почти 90% пользователей ведут трейдинг самостоятельно. Они открывают и закрывают сделки, пытаясь заработать на изменении стоимости финансового инструмента. Но важно помнить, самостоятельная торговля требует наличия определенных знаний, а также навыков работы с торговым терминалом. Новички в начале работы на бирже обычно задаются вопросом: сколько можно заработать, торгуя на бирже самостоятельно? Особенно это волнует тех, кто неоднократно сталкивался с рекламными обещаниями зарабатывать сотни процентов прибыли каждый месяц. Специалисты не устают повторять: чем выше доход, тем выше уровень риска. Поэтому, желая получить сотни процентов прибыли, трейдер рискует быстро потерять все свои деньги на брокерском счете. Поэтому следует начинать с небольшой суммы денег. Ведь никто не застрахован от потерь при инвестировании. Опять же, многое зависит от самого брокера. Имеется ли возможность торговли на демо-счете, быстрое ли исполнение сделок и так далее. В описании к ролику приведем одного из таких брокеров. Если же придерживаться нормального уровня риска, то зарабатывать получится примерно 10-20% в месяц. Второй – передача денег в доверительное управление. Если собственник капитала не имеет времени и знаний для самостоятельной торговли, либо он не готов к ней психологически, не стоит отказываться от получения прибыли на бирже. Для этого можно передать капитал в доверительное управление специалистам. Важно также выбрать управляющую компанию, которая хорошо себя зарекомендовала на рынке. Третий – партнерские программы. Суть партнерских программ заключается в получении дохода путем привлечения новых клиентов на определенный ресурс. Брокерские компании находятся в непрерывном поиске новых пользователей. Именно поэтому они готовы платить деньги тем, кто рекламирует их, увеличивая приток клиентов. Согласитесь, многие из нас не раз встречали рекламу брокеров Тинькофф, Interactive Brokers, криптобиржу Binance и так далее. Четвертый – продажа знания о заработке на бирже. Этот вариант подойдет только опытным и известным трейдерам. Специалисты, которые в течение многих лет занимаются торговлей на бирже и сумели достичь высокой доходности, могут заняться преподаванием. В идеале они должны иметь высшее финансовое или экономическое образование и хорошо разбираться во всех терминах. Чаще всего для получения дохода таким способом используют информационные курсы. Их можно продать в режиме онлайн или заняться преподаванием офлайн. Существует множество телеграм-каналов, закрытых платных сообществ, где опытные трейдеры делятся актуальной информацией, благодаря которым и возможен заработок. Итак, как заработать на бирже? Облегчить процесс заработка на бирже поможет наша подробная инструкция. Сейчас расскажем основные этапы, которые придется пройти новичку. Первый – выбор актива для заработка. О том, чем торговать, чтобы зарабатывать на бирже, мы расскажем позже. Однако новички в трейдинге могут смело выбирать фондовую биржу. Здесь достаточно низкий уровень риска, при этом потери в случае неблагоприятного исхода ниже. Конечно же, все зависит от вида актива, которым вы решили торговать. Например, голубые фишки и акции третьего эшелона имеют разную волатильность. Что такое волатильность, мы рассказывали в другом ролике. Советуем посмотреть его. Кроме фондовой биржи, существует и валютная биржа, биржа криптовалют и так далее. Специалисты не рекомендуют распыляться на несколько бирж сразу. Гораздо лучше сконцентрироваться на одном рынке. Это позволит лучше понять его особенности, изучить нюансы трейдинга, а также провести анализ выбранного инструмента.
Советуем также посмотреть подробное видео про технический анализ, в котором содержится практически вся информация касательно теханализа. Второй. Изучение рынка. Когда актив для работы выбран, важно максимально внимательно изучить его и понять выбранный актив и его особенности. Затем определить, в каком случае меняется курс, и потом, какие факторы оказывают влияние на курс стоимости актива. Так вы сможете выявить фундаментальные рычаги, которые действуют на рынок. Именно их впоследствии можно использовать в качестве сигналов для открытия и закрытия сделок. Согласитесь, рынок акций и рынок криптовалют – это два совсем разных рынка. Если трейдер недостаточно изучит используемый в работе рынок, он может допустить ошибку в процессе анализа и в проводимых расчетах. Это может привести не только к тому, что прибыль будет упущена, но и к тому, что будут понесены убытки. Стоит учитывать, любая ошибка в первую очередь проявляется в связи с игнорированием обучения. Третий. Выбор брокера для работы на бирже. Когда теория пройдена, можно приступить к выбору брокера. С одной стороны, он должен быть максимально надежным, с другой – предоставлять выгодные условия для обслуживания. Например, не все брокеры дают возможность торговать криптовалютой, акциями и прочими инструментами. Мы рекомендуем работать только с проверенными брокерскими компаниями, которые имеют отзывы. Кстати, в описании к ролику вы найдете брокера с выгодными условиями сотрудничества. Когда брокерская компания выбрана, необходимо заключить с ней договор и скачать торговый терминал. Именно с его помощью будет осуществляться трейдинг на бирже в режиме онлайн. Четвертый. Разработка торговой стратегии. Когда брокер будет выбран, необходимо перейти к разработке собственной стратегии. Если для этого не хватает опыта и знаний, можно сначала изучить уже готовые торговые планы. Именно на их основе впоследствии формируется собственный. Специалисты рекомендуют новичкам на начальном этапе трейдинга строго придерживаться выбранной стратегии. Не стоит повторять ошибки многих начинающих трейдеров. Не отступайте от нее ни на шаг. Пятый. Корректировка торговой стратегии. Важно все время применять в работе новые знания, а также практический опыт. Не стоит думать, что добиться стабильного высокого дохода удастся достаточно быстро. У большинства новичков на это уходит не менее 2-3 лет. И это вполне нормально. Итак, чем торговать, чтобы зарабатывать на бирже? Приступая к заработку на бирже, важно выбрать оптимальный актив для торговли. Для этого в первую очередь придется разобраться в их основных различиях. Акции. Покупка и продажа акций компаний на фондовом рынке. Успешные инвесторы часто проводят анализ финансовой отчетности компаний и следят за рыночными тенденциями. Форекс – валютный рынок. Торговля валютами, где инвесторы могут зарабатывать на разнице в курсах обмена. Этот рынок довольно волатилен и требует хороших аналитических навыков. Криптовалюты. Покупка и продажа цифровых валют, таких как биткоин, эфириум и другие. Рынок криптовалют также известен своей высокой волатильностью. Облигации. Инвестирование в облигации предполагает покупку долговых ценных бумаг с последующим получением процентов по ним. Новичкам стоит присмотреться к облигациям федерального займа. Сырьевые товары. Торговля товарами, такими как нефть, золото, серебро и другие сырьевые ресурсы. Цены на сырье могут зависеть от различных факторов, таких как предложение и спрос, геополитические события и другие. Итак, заработок на бирже привлекает огромное количество людей из-за отсутствия лимита по доходам. Однако важно помнить, добиться успеха удастся только в том случае, если приложить к этому максимум усилий. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч на канале!